Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, скоро наступит один из самых продолжительных, самых мощных по энергетике дней и магических дней в году. Это 21 июня. Но именно сегодня, 20 июня, друзья, нам нужно с вами подготовиться. Поэтому именно сегодня, 20 июня, обязательно проведите эти практики и следите за этими советами и рекомендациями, чтобы встретить день летнего солнцестояния с изобилием, с благополучием и с радостью. Как же это сделать далее, друзья, в этом видео? Обращаем ваше внимание, что точный момент летнего солнцестояния наступит 21 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени. Обращаем также и ваше внимание на то, что день летнего солнцестояния всегда, и наши предки так считали, это являлся одним из самых сильных магических дней в году. Потому что в этот день смотрели на будущее, проводили различные обряды, ритуалы, практики на привлечение удачи, изобилия, достатка, благополучия и богатства в свою жизнь. И именно в этот день, в этот сам день и до этого дня наши предки очень щепетильно готовились. Они понимали и знали многие процессы в мире и в космосе. Возможно, они не имели интернета, не имели каких-то заумных книг, но вот эти знания, о которых мы далее поговорим, друзья, они передавались из поколения в поколение и могут дать вам определенные советы и рекомендации. Итак, обращаю ваше внимание, что 20 и, конечно же, 21 июня проведите без ссор и конфликтов. Обходите любые острые углы. Многие люди будут напитаны вот этой солнечной энергией, и много будут идти энергии из космоса. А значит, люди будут вспыльчивы, люди не будут понимать, что с ними происходит. А значит, они будут идти на конфликт, на ссоры, непонимание, поэтому старайтесь вот такие вот негативные ситуации обходить стороной. Также сегодня, 20 июня, постарайтесь побольше времени проведите на природе, желательно у водоема. Сделайте это во время обеденного перерыва, сделайте это и после работы, если у вас сегодня рабочий день. Если вы не работаете, обязательно выйдите на природу, обязательно дотроньтесь до деревьев, подышите воздухом, пообщайтесь с природой. Именно в такие дни это очень важно и нужно делать для нашего тела, чтобы оно наполнялось вот этой энергией солнца, энергией любви, радости. Очень важно, чтобы вы и избегали каких-либо вредных привычек в этот период. Постарайтесь наоборот заложить семена здорового образа жизни. Конечно, для многих людей это очень сложно за один раз что-либо изменить. Но, например, подумайте о том, чтобы заняться, например, каким-то спортом. Постарайтесь отказаться от вредных продуктов питания. Особенно сейчас в нашем современном мире их достаточно много. Старайтесь больше зелени употреблять, старайтесь употреблять больше овощей, фруктов. И вы знаете, в такие дни силы велики шансы, что все, что бы вы не задумали, у вас обязательно все будет получаться. Также, пожалуйста, сегодня, 20 июня и 21, будьте осторожны с огнем, с механизмами, с машинами, потому что это все-таки будет травмоопасный и аварийно опасный период. Также, если вы проводите ритуалы, практики, которые связаны с свечами, не оставляйте ни в коем случае без присмотра свечи. Также на дорогах, если вы водитель, не превышайте скорость. Ни в коем случае, потому что это могут привести к каким-то определенным нехорошим ситуациям. Также не ввязывайтесь, пожалуйста, ни в какие конфликты, в ссоры. Не стоит
стоит и учить жизни людей, если они вас об этом не просят. А если даже и просят, но вы знаете, что люди могут быть злы, недовольны, возможно, они вам завидуют. Наоборот, постарайтесь в эти дни 20 июня улыбаться больше, дарить людям радость, не стараться кого-то ненавидеть или посылать негативные помыслы и эмоции, потому что в первую очередь вы разрушаете себя, а не того человека, потому что бумеранг рано или поздно к вам вернется. Также обращаем ваше внимание, что нам с вами нужно очень в этом году подготовиться к 21 июня, потому что именно 21 июня будет сам по себе достаточно энергетически будет мощный день. И вот 21 июня границы между мирами истончаются, поэтому мы своими просьбами, своими поступками, своими проведением тех или иных практик мы с вами можем корректировать будущее. Поэтому обязательно поставьте себе будильник на 21 июня, встать пораньше, чтобы встретить солнышко, и загадайте свои желания. Их может быть несколько, но главное, чтобы они были искренними. Также, пожалуйста, 20 июня сегодня поблагодарите своих предков, помолитесь за них. Также это будет и первый день знака рака. А рак, друзья, у нас отвечает за наших предков, за наш род, за родителей. И почти все славянские народы, как вы знаете, прыгают через костер и купаются в воде. Таким образом, наши предки старались очиститься и обрести вот эту новую обновленную энергию из космоса. Ну а мы с вами можем уже в нашем современном мире зажечь свечи, поставить на пол и несколько раз перешагнуть их. Потому что свечи, именно огонь, настоящий огонь, имеет достаточно сильную энергетику. В этот день обязательно подумайте о тех желаниях, о тех просьбах, которые вы хотите загадать в самый мощный день в году, в день солнцестояния. Обязательно запишите их в блокноты, благо сейчас у нас у всех телефоны, есть всевозможные заметки. Не забывайте 20 июня сегодня говорить аффирмации, но очень важно, чтобы вы были в хорошем настроении. Аффирмаций достаточно много, и все зависит от того, какие у вас есть нерешенные задачи, которые вы хотите сделать. Если вы думаете о том, как вам можно преувеличить свои деньги, достаток, говорите аффирмации, связанные с деньгами. Если вы хотите поправить свое здоровье, говорите тогда такие аффирмации. Если счастье, удача, любовь, в общем, вы лучше знаете, какая у вас на данном этапе есть нерешенная задача, которую вы можете сделать. Также обращаем ваше внимание, что 21 июня это не только мощный, сильный день по энергетике, но в то же время это и эмоциональный, и опасный день. Потому что именно начиная с этого дня и еще 3 месяца идет особенно плодотворный период до дня осеннего равноденствия. Потому что нам дается больше энергии, чем обычно. Поэтому большая просьба в сам день 20 и 21 июня, но лучше это сделать 20, подготовиться к такому дню, обязательно сжигайте свои обиды. Просто переписывайте на листок бумаги все то, что вас раздражает, что вас обижает, что вам не нравится в вашей жизни. Помните о том, что только вы знаете, что вас изнутри гложет. Также обязательно 20 июня сегодня проведите практику очищения, потому что перед тем, как наполниться вот этой энергией, обязательно нужно помыть. Постарайтесь помыть все, что есть в вашем доме. Сделайте уборку влажную. Нет времени, ну хотя бы пропылесосьте и сделайте влажненькую легкую уборочку. Это очень важно, потому что вы должны уже проснуться 21 июня, и всю последующую неделю вы можете проводить те практики, которые действительно помогут вам привлечь изобилие, достаток,
достаток и благополучие. Друзья, помните о том, что многие вещи зависят только от вас, и готовы ли вы это осуществлять и делать. Мы надеемся, друзья, что эти советы и эти рекомендации вам помогут в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя, друзья. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите намного полезной, важной, нужной и интересной для вас информации. Всех вам благ, друзья. Услышимся с вами уже в следующем видео.